Вор замочек открывает, тихо-тихо чаю наливает. Всем привет, друзья! Вот такое вот у меня сегодня настроение. Хочется петь, а песенку мне напомнил мой сын, десятиклассник, в 10 классе, но вот такие вот песни они сейчас слушают. Я заметила, что сейчас вообще особо таких нормальных песен нет, но, может быть, это, конечно, для нас, но мне сын сам тоже так говорит, что сейчас все, говорит, песни вообще, говорит, непонятно на какую тему. И в вашем, говорит, возрасте песни, говорит, были классные. И он слушает те песни, которые мы слушали, друзья. Так что, были времена. Куда, собственно, я поехала? Я поехала за рыбкой. Сегодня среда, значит, свежая рыбка сегодня приехала, надеюсь. Так что я поехала. Кстати, одела футболочку, которую купила последний раз, а видеоролик закинула уже на канал. Посмотрите предыдущий ролик. А что, собственно, настроение есть? Потому что сегодня я помыла свои волосы опять этим шикарным шампунем. Прям не нарадуюсь своим волосам, своей внешности. И накрасила свои реснички классной тушью от Atomy, от Делика. Как я и говорила, раньше я ресницы не могла красить. И в Atomy я нашла тушь, которая мне подошла. Ресницы не склеиваются. Водостойкая тушь. Можно купаться в ней. И еще она снимается чулочками, а не эффект панды. То есть не растекается. Вообще идеальная тушь. Ну, в общем, когда хорошо выглядишь, настроение всегда шикарное. И приехала в Carrefour. В среду должна быть рыбка. Надеюсь, меня не обломают сейчас. О, смотрите, яблочки какие хорошие. Со скидочкой 29 лир. Да, рыбка есть. Ура! И народу нету. Так, смотрим. Чупра, пелец и паламут. Паламут за штуку 89 лир. Но сказали, что она как скумбрия. Леврек 219, ее и возьмем. Как всегда я беру. И чупра 289 где-то. Ну, в принципе, тоже недорогая, но не отличается от леврека, поэтому леврек возьмем. Так, смотрите, две рыбки 210 лир. Я думаю, что это нормально. Свежая рыбка. И, друзья, я дома, рыбку пожарила, старшего сына отправила в школу, накормила. И вот у меня сегодня такой день, смотрите. Разбираю свои вещи, убираю летние, вытаскиваю уже вот эти все шапки, короче, все на зиму. Ну, вот у меня такие шапки, они, по сути, особо и не нужны, но они у меня всегда есть разные. Люблю всякие головные уборы. Вот, в общем, сейчас буду это все разбирать, и мне нужны шторы в мою комнату. Поеду, я сначала думала, может, на Трендиоле заказать, потом как бы отдать, чтобы мне подшили ленточку. А я такая думаю, это очень будет надолго. Наверное, я поеду с размерами, сейчас быстренько размеры сниму и поеду, в общем-то, в куда-нибудь в магазин. И там посмотрю. Вот, так что сейчас немножко приберусь тут и вместе с вами поедем, отправимся. Покажу, где в Селивке можно купить шторы и сколько они нынче стоят. Мы у себя в Газипаше покупали шторы. Я помню, не дешево это было, что-то в районе 700 лир, что ли, за метр. Что-то наподобие этого. В общем, мы хорошие там покупали. Не шторы, а тюль. Вот. Здесь мне тоже нужна тюль, но я сюда в спальню хочу непрозрачненькую, конечно же. Хотя у нас окна не на какой-то дом смотрят, но все же вот солнце. От солнца надо оберегаться. Ну и вообще как бы все-таки спальня. Вот. Поэтому сейчас мы с вами отправимся туда. Короче, дубль 2, друзья. Вот так вот постоянно приходится куда-то выезжать в день по несколько раз. И одела шорты, пока есть возможность. Вот так вот ходим в шортах, майках. В обед жарко, но уже скоро прям по погоде видно, похолодание идет.
Ночью будет до 12-13 градусов, поэтому, конечно, еще на море хочется съездить, пока море совсем не остыло. И, наверное, я завтра поеду, скорее всего. Соберусь и завтра поеду на море, потому что на выходных там 22-23 градуса днем. Не знаю. Так что поехали выбирать шторы, точнее тюль, занавески или как там их назвать. Хочу съездить сразу в несколько магазинов и сравнить цены. И первый магазинчик, друзья, на главной дороге, где магазины все, называется вот Prime Perde. Сейчас посмотрим. Смотрите. Что-то такое. Вот такое, что ли, посмотреть. Наверное, они-то очень дорого стоят. Но такие красивые. Прям вообще. Так, ну что, я уже отъехала с того магазина. И сейчас расскажу вам, что сколько стоит. В общем, сейчас приехала еще в новое место. Здесь тоже очень много таких магазинчиков. В общем, что она говорит? Примерно стоит за метр 280, 200, 300 лир. Ну, это как бы недорогие считаются. Конечно же, есть и подороже. Вот это тюль. Ну, и она говорит, что надо как бы, ну, допустим, на метр расстояние в 3 раза больше брать. Ну, 2,5, ну, край, говорит, в 2 раза, говорит, больше. Вот. В общем, чтобы вот эти складки сделать красиво, то это надо брать в 3 раза больше. Ну и примерно на нашу комнату такая недорогая, за 260 тюль обходится 4000 лир где-то. Вот, поэтому, ну, она говорит, если прям без складок, то можно на 3000 примерно добрать тюль. Вот, так что примерно такие цены, но мне кажется, везде сам процесс вот этот вот, я так поняла, бесплатно. То есть шьют они бесплатно. Сейчас вот напротив посмотрим, сходим. Вот так вот написано Erdem Perde. Сейчас посмотрим, сколько здесь стоит. В общем, вернулась я в магазин первый, который вдоль дороги, возле магазинов всех. Смотрите, мне нужны были орехи как раз. Тут орехи продают. Говорят, прям с огорода своего. И решила я сразу купить. И эти куплю, миндаль, и это. Миндаль очищенный 450, а такой грецкий 200 лир стоит. И, друзья, заехала я в Carrefour. Хотела посмотреть, точнее, в Мигрос. Я уже запуталась, каждый день в Carrefour заезжаю. Хотела посмотреть, сколько здесь стоят яйца. Мне еще нужен разрыхлитель. Так, яйца, смотрите. Яйца, нифига себе, 157 здесь. Что-то дороговато. 15 штук, 72 лиры. В общем, 142 лиры яйца. Ну да, Мигрос, конечно, дороговато. Такой магазин, дорогой. Зато вот, смотрите, сливочное масло. 163 за полкило. Но это тоже дорого, потому что килограмм 450 здесь. А я видела где-то акцию за 250 килограмм. В принципе, все масло, я думаю, одинаковое. Но единственное, здесь есть разница в сливочном масле. Оно все идет 82%, но есть то злой и то сос. Это соленый и не соленый. Также вот мы недавно, вчера я купила творог здесь за 171. Ну, очень сильно понравился, так что стоит творог покупать в Мигросе, хоть и он дорогой, 171 лира за 750 грамм. Сейчас пойду в Carrefour, а он здесь напротив. Я уже сегодня здесь была, но мне еще нужно кое-что купить. Мне взбрело в голову приготовить пирог. Вот. И для этого мне нужен разрыхлитель, орешки. Рецепт я выложу на своем канале кулинарном. Кто не заходил, обязательно зайдите, там столько рецептов. Беру разрыхлитель, называется Кабартматозу. Вот, не путайте с дрожжами, потому что когда я только приехала сюда, я помню, в Газипаше купила их.
Я думаю, это дрожжи. Дрожжи здесь майя называется. Вот это вот дрожжи майя. Вот. И, ну, они всегда как бы нужны, но вот целую пачку купила, думала, что это дрожжи. Но это, по сути, разрыхлитель. Кабартма Тозу называется. Сейчас посмотрим, сколько яйца стоят. Так, смотрите, 15 штук, 59 лир по карте. Это недорого. О, а еще это элька. Представляете? То есть это... У них М-ка-то большая. Короче, большой размер получается. Бюйк называется. Вот, смотрите. Так что беру. Ну, давайте сливочное масло посмотрим, сколько здесь стоит. Так, где сливочное масло? Вот. Так, Чин 450, тоже дорого. Сейчас зайдем в другой магазин, я вам покажу, какая разница. Ну, вот здесь есть каррефуровская, конечно, килограмм 300. Но вот уже как бы не 450, так ведь? Но каррефуровские, в принципе, тоже вкусные. Но давайте попробуем еще зайти в БИМ. Там тоже было недорого. Что-то 250, я помню. Запомнила цену. Так, и молоко я тоже в БИМе куплю, наверное. Еще для этого не пирог, это как вот кексик. Для него мне нужен шоколад. И он готовится без муки. Так что очень такой интересный рецептик. Приехала я в БИМ. Люблю я сетевые магазинчики. Не купила я яйца, потому что мне не сделали скидку. Сказали 15 штук, 70 с чем-то. Систем, да, проблем. Они вечно так говорят. В итоге мы как-то тоже бокалы хотели купить. И вместо 200 тысяч 400 сказали. Мы такие, не-не-не, мы рассчитывали на 200. В общем, вот в Каррефуре есть такое. В системе всякие ошибки. Так, сливочное масло, друзья, да? Сливочное масло. Оно мне, конечно, не срочно надо, но я всегда смотрю. Но вот даже все равно, да? 299 килограмм. Ну, уже не 450. Хотя вот бывает за 250. Поэтому я куплю масло, когда будет на 50 лир дешевле. 50 лир это все-таки около 150 рублей. Поэтому как-то так. Так оно и надо. Всегда. Хоть есть у тебя деньги, хоть нету. Так, беру молоко. Беру, кстати, яйца. Вот, 125 лир. Там бы было 150, если, ну, на 30 штук. Да, здесь как бы эмочка орта, но возьму их. В общем, беру яйца, беру молоко. И, друзья, сегодня суббота. Немножко решила с вами поболтать. Давно мы с вами не болтали. В Инстаграме на днях прилетело сообщение по поводу того, что сколько стоит здесь квартплата, вообще как бы жизнь в Селивке. Рассматриваем переезд в Селивке и хотелось бы узнать, сколько все это стоит. Так, и пока не забыла, хотела, не помню, уже говорила, не говорила. В общем, в итоге я заказала тюль, это в нашу комнату. Тюль там больше 5 метров, то есть там на 2 стороны нужна тюль. И вышла она у меня 3400 лир. Вот, ну, я думаю, наверное, на такую большую тюль, то есть 2 тюли будет. 2,70 где-то и 3 с чем-то. В общем, даже около 6 метров тюль получается. Вот, ну, это средняя, не средняя даже, наверное, ближе к минималке цена. То есть это, ну, в съемную квартиру, в принципе, подойдет, я считаю. Вот эту тюль тоже мы, кстати, покупали в Газипаше, с собой забрали, сюда повесили. Конечно, она немножко коротковата, то есть у нас здесь окно. Вообще квартира у нас на 3 стороны смотрит, и везде окна такие как бы большие, панорамные, и окна в пол, и надо обязательно что-то вот
типа тюли, как минимум, а лучше даже вообще вот эти вот жалюзи покупать, наверное, потому что летом здесь очень солнечно, зимой, наоборот, конечно, солнца не хватает. Вот смотрите, в каком я сегодня наряде, то есть в кофте сижу, потому что сегодня 19 градусов на улице, и уже дома чувствуется. И сегодня, какой сегодня? 19-е? 20-е? Ну да, если понедельник, у мужа день рождения 21-е, 20-е воскресенье, 19 число, 19 градусов. И 19 октября вот я включаю газ. То есть не газ, а отопление. Ну, здесь отопление на газу, поэтому включаю вот этот вот, как он называется, комби-систему, которая греет. Точнее, мы уже как бы включали ее, уже она у нас и целое лето работала, но только для воды. То есть мы греем здесь воду с помощью вот этих вот газовых, получается, труб. А вот у нас еще в санузле, или как оно, эта система, наверное, как-то, ну, через, ну, трубы, может быть, я не знаю. В общем, как-то нагревается вода, на кухне вода нагревается, то есть горячая вода идет, в санузлах нагревается горячая вода, а батареи отдельная кнопочка. И вот я сегодня эту отдельную кнопочку нажала. Получается, сейчас у нас где-то приходит за газ, вот, кстати, я взяла даже бумажку, 380 написано, если это правильно, фактура Тутара 380. 380, ну топ-лам 380, скорее всего, так оно и есть. Это за месяц. Это у нас пришло за прошлый месяц, получается. И, знаете, вот примерно 1500 лир приходит, когда мы уже прям конкретно включаем вот этот вот еще одну кнопочку, которая греет батареи. Ну, это чисто отопление, если это зима. Вот, то есть это за газ, если это зима. И начиная вот, наверное, с октября. Потому что у нас здесь очень много комнат, а батареи у нас еще и через пол проходят. То есть у нас еще и полы нагреваются при этом. Поэтому вот получается 380 где-то за месяц в обычные месяца. Но это плюс то, что мы воду еще греем с помощью этого, то, что я кушать готовлю, это тоже считается. И, не помню, 1,5 вроде выходило зимой, но я обязательно еще об этом расскажу, покажу вам, сколько пришло. Раз уж интересно моим зрителям, обязательно это буду рассказывать. Вот, ну, какая квартплата здесь, да? Обычно всегда квартплату платит муж у меня. И озвучивает, сколько, вот у нас, допустим, за сентябрь месяц получилось за воду 1200 лир. 1200 лир, допустим, да, 400 округлим газ, 1600. Электричество, не помню сколько, 1600, ну пусть 400, не помню, вот честно, сколько не помню. Ну, пусть будет 2000, да, плюс мы платим еще за айдат. За айдат у нас, кстати, все говорят, что у нас айдат очень большой, за айдат у нас 1500 лир в месяц. Без разницы, в любой месяц. Есть бассейн, то есть у нас в Сите бассейн, у нас в Сите сауна, у нас как бы территория. У нас, в принципе, только один единственный дом, то есть здесь жителей мало, поэтому, скорее всего, у нас за айдат приходит 1500 лир. Вот. Ну и, наверное, набегает такая сумма, что сколько там? 2000, 3500. Сейчас у нас лира 2,8. Ну, не знаю, около 10 тысяч, возможно, да, в месяц. Вместе с айдатом получается. Плюс, что еще? Ну, вот если считать, когда мы вот в Газипаше жили, да, мы там включали кондиционер. Отапливались, кондиционер включали, потом вот эти вот инфракрасные нагреватели, они у нас очень тоже много прямо крутили, электричество. Там, считай, газ был, привозили в баллон, чисто для того, чтобы приготовить покушать, да, а здесь, получается, везде газ уже подключен. Вот, и там мы за газ последний месяц, я помню, озвучивала
вот за этот баллон, да, который последний месяц там на 1,5 месяца нам хватило. Это без того, что мы нагревали кондиционерами, то есть электричество там приходило тоже огромные суммы, да, до 3000 лир приходило электричество, только за электричество. Здесь электричество приходит меньше, не помню, уточню, потом как-нибудь расскажу. Но вот получается здесь все вот эти вот услуги 2000 лир, да, допустим, если брать летом, а там, так, ниже чуть-чуть поставили, ниже немножко вас поставила, так удобнее. В общем, там у нас только газовый баллон, вот за 1,5 месяца, да, 500 с чем-то лир был уже последний месяц, сейчас, наверное, еще дороже. И зимой чисто за электричество только 3000 лир приходило. Вот здесь за газ, ну где-то 1,5 пусть будет, да, зимой. Электричество, вода чуть меньше. Ну, короче, здесь все равно выгоднее вот с газом жить. При этом, вот, я только включила, как бы, да, отопление, у меня уже ноги вот холодные, то есть я уже поняла сегодня, что, а тем более сегодня вечером температура там написано ночью будет опуститься до 12 градусов, то есть это уже будет вообще холодно. Быстро остывает дом, и сейчас вот он нагревается чисто за счет солнца, поэтому я заранее включила, думаю, пусть нагреется. Вот, уже ноги холодные, то есть вот с октября месяца надо уже включать отопление, либо уже ставить кондиционеры, грелки на ночь, тем более. Я помню, в Газипаше мы спали в кофтах. Я никогда это не забуду. А я ночью, если у меня даже вот какие-то брючки на мне, я не могу уснуть, у меня все чешется. Я не могу спать в одежде, поэтому это для меня очень важно. А во-вторых, то, что у меня все-таки вот проблемы с ногами, у меня узловая эритема. Узловая эритема это, как сказать, ну, по типу, ну, не ревматизм, но наподобие что-то, вот это как бы узлы на сосудах, получается. В общем, ноги болят. Если как-то вот прям немножко похолодало, я это чувствую. У меня начинают ныть ноги, и иногда бывает то, что выходят узелки, в России это было очень часто, здесь это прошло, реально море помогает, вот, они очень редко выходят, но они уже не такие жесткие, то есть это как синячки такие, кожа не шершавится, ничего, то есть с кожей ничего не связано, а вот такие вот синячки по всему, по всем ногам раньше выходили, сейчас парочку выйдет. И когда они выходят, ноги очень сильно болят. То есть, ну, вот такая вот у меня, не знаю, вот как бы появилась в 2015 году, вот такая вот проблема появилась. С этого момента она у меня не ушла. То есть у меня вот хроническая узловая эритема. Я ходила по больницам, его никто не изучил. Эту болезнь никто, то есть до конца не изучили, поэтому... И лечения здесь прям такого, прям конкретного нету. Там очень много вариантов, почему она возникает. В основном возникает у женщин, мужчин тоже, конечно, встречается. И, в общем, ладно, не буду о своих болячках, но это как бы тоже, как сказать, мешает наслаждаться жизнью, да, то есть это тоже какая-то вот проблемка. Вот, и здесь она как бы ушла. Но если холодные полы, то ты это замечаешь, при том, что еще и температура тела поднимается, когда вот узлы обостряются. Поэтому для меня очень важно, конечно, чтобы был дом газифицирован. Вот. Что хочу сказать. Ну, здесь, в Селивке, у всех по-разному. У кого есть бассейн, бывает и 500 лир за айдат. Бывает 1000, ну, наверное, 1,5, как у нас, это вообще редкость. Вот. И поэтому, как бы, когда вы здесь, если вы хотите снять квартиру, вы сначала уточняйте, сколько стоит айдат. Квартиры, конечно, здесь дорогие. Знаете, как даже скажу? В Ташудже очень дорого, да, вот потому что море рядом. Я не понимаю, конечно, там квартиры не очень. Здесь, в Селивке, квартиры хорошие. Вот по качеству дома классные, можно найти хороший дом.
сите, айдат небольшой, и в основном все, как вы сами знаете, газифицировано. Отопление есть в основном у всех, не все дома, конечно же, но вот такие вот высотки обычно уже с отоплением. Вот. Ну и, конечно же, все это зависит очень сильно от вашей семьи. Сколько человек, сколько будете вы воду тратить, да, вот, допустим, у нас сын уезжал на 2 месяца, когда он уезжал, мы тратили 800 лир в месяц за воду. Он приехал, мы начали тратить 1200, ну вот так вот. То есть, я не знаю, может быть, не только от него зависит, но уже вот за целый месяц мы заплатили 1200. У нас любит он с утра встать и в ванной подолгу умываться. Может быть, из-за этого. Ну, то есть, как бы вода здесь тоже не дешевая. И все-таки сколько, да, комнат у вас в квартире. То есть, это же тоже как бы вот у нас получается здесь одна батарея. Ну, в основном одна батарея на комнату. В коридоре есть, на кухне. В каждой из 3 комнат в санузлах есть батареи. И везде нужно как бы, да, воду греть, отапливать. И поэтому как бы уходит, конечно, много на это средств. И поэтому все это нужно учитывать. Я считаю, что Атакент и Силифке еще пока более-менее. Я знаю, что многие уже переехали в Ешилаваджик. Это район, который предоставляет сама компания, многим предоставляет. То есть там жилье немножко оно поменьше, там условия не очень, потому что вокруг ничего практически нету. То есть там люди живут, но это как деревня. То есть магазинов так особых. Вот недавно вроде Мигрос открылся. То есть вот так вот все там. Но там тоже как бы, да, с детьми не поживешь, потому что это далеко. Это надо ехать, сколько, 1,5 часа, что ли, до садика, до школы. То есть с детьми там вот каждый раз детей надо отправлять оттуда вот с такого расстояния. Это тоже как бы ну, в общем, есть свои как бы минусы, да, везде. В общем, кто на канале впервые, мы живем в городе Силифке. Это, ну, по сути, это как Ильче. Вот бывает, вот, допустим, Алания, да, Афсалар, там, это все Алания. Здесь тоже Ешилаваджик, Ташуджу, Атакент районы, это все Силифке. Но есть как бы вот сама Алания, да, и здесь тоже сам Силифке, и мы в самом Силифке живем. Это как город, здесь и все вот эти вот государственные учреждения, и садики, и школы. И вот в Силифке снимать и в Атакенте вроде как одинаково, хотя в Атакенте тоже уже ценник повышают. Почему повышается цена? В основном в этих районах, потому что очень много приезжают русскоговорящие на работу на Аккую. Это атомная электростанция, которая строится Россия, Турция вместе, как бы, да. И здесь очень много русскоговорящих, и они снимают жилье, особенно если это с детьми, то они, конечно же, снимают у турецких граждан. Турецкие граждане привыкли поднимать цены. Поднимают цены просто как вот цены поднимаются, как на дрожжах. Поэтому люди русскоговорящие, которые приезжают, им что нужно? Море. Поэтому рядом прям с морем жилье дорогое. Вот здесь как бы в Силифке более-менее можно найти. Вот я смотрела в Сахибинден, это местный сайт, у меня есть на канале трансляция, я прям прямую трансляцию показывала, как я смотрела в Сахибиндене квартиры. Вы можете посмотреть, сколько стоит. Цены вообще даже показывала сначала, аренду потом показала, да. Поэтому вы можете посмотреть, зайти. Ну, я хочу сказать, что недешево здесь снимать. Если это большая квартира 3+1, то $850 сейчас просят, если это с мебелью. Мы снимаем без мебели. Мы жили 1,5 года в Газипаше и приехали сюда со своей мебелью. Поэтому мы сняли пустую, поэтому все еще вот обустраиваемся, уют наводим. То есть у нас нет, как у турков, прям все ну вот как бы, чтобы они любят, чтобы все было обставлено, все уголки забиты какими-то шкафами. У нас, конечно, пусто.
мы любим все минимализм, да, то есть один шкаф поставил, Диман поставил, кресло максимум, и все, наверное. Но все равно то, что комнаты большие, хочется и то купить, и все вот постепенно покупаем, как бы, да, все свое. Вот, и поэтому как бы и платим мы меньше. У нас 17 тысяч лир за квартиру, это 3+1. Большая квартира, 3 отдельные комнаты, отдельный салон и отдельная кухня. Кухня тоже большая очень. Вот спрашивали зрители, да, сколько вообще как бы стоит, поэтому рассказываю. И когда вы, ну, переезжаете сюда, вы можете смотреть на Сахибинден, потому что там все-таки без риэлторов встречаются эти объявления, и можно как бы сэкономить, потому что если риэлтор вам сдает квартиру, то ему нужно будет еще и на руки за месяц отдать просто так комиссии. Комиссия риэлтора такая же, сколько за месяц квартиру снять. Допустим, наша квартира 17 тысяч лир в месяц мы платим, и надо было отдать 17 тысяч лир, комиссия агентству. Кстати, комиссию не возвращают. А так компания оплачивает нам здесь проживание, плюс компания... нет, комиссию оплатили, я путаю с депозитом, еще и депозит просит хозяин, месячный депозит, а то и двухмесячный некоторые просят. То есть депозит уже сам оплачиваешь, потому что депозит, ну, как бы могут вернуть, да, если у вас там все нормально после вас. У нас вот, например, стены уже обшарпанные, и на краску, наверное, надо будет отдавать. Потому что у нас дети, они любят везде, они ходят с клеем, везде что-то клеют. Изначально я им объясняла, рассказывала, сейчас уже все, как бы смысла нету, везде все обшарпано, можно сказать. Вот там что-то наклеят, тут наклеят, и все. Вот за этим даже ты не уследишь. Ну ладно, как бы мы, в принципе, так, наверное, и думали, что надо будет либо самим покрасить дом, квартиру, то есть краской, но это сколько комнат, да, насколько интересно, вот кто этим, ну, занимался в Турции, кто красил стены, скажите, на одну комнату примерно, сколько уходит, ну, сколько вообще по деньгам. Наверное, это немалые деньги, поэтому депозит, скорее всего, у нас не вернется. Вот у нас до января месяца, то есть мы переехали сюда в январе в прошлом году, в этом году, и на следующий год в январе мы отсюда будем уезжать. И мне вот интересно, ну, мы как уезжать будем? Мы думаем, что хозяин поднимет цену, ну и, наверное, заломит, как и другие, 25 тысяч лир. Но мы не рассчитываем на эту стоимость, поэтому мы будем искать подешевле, однозначно, в январе месяце. Если он скажет 20 тысяч лир, то мы останемся. Вот, поэтому как бы как-то так, друзья. Мы не рассматриваем Ташуджу Атакент, потому что там нету газа. Там, наверное, все-таки вот кто пожил и сравнил, говорят, что у моря жить не очень, как бы в плане, все-таки там влажность, да, погода все-таки немножко другая. Да, там ты как бы вышел сразу море, но там в плане все-таки климата немножко по-другому. Если это ветра, то это еще сильнее ветрищ, меньше, чем тут, хотя здесь ветра тоже очень сильные. Ночью спишь, слышишь, как ветер гуляет просто. Вот, и поэтому как бы мы вообще эти районы не рассматриваем. Вот вкратце рассказала немножко по ценам. Вот, а так вот у нас уже прохладно стало. В море я уже при такой погоде не купаюсь. Возможно, еще погода, конечно, придет теплая. Бабье лето, как говорится, да? Вот. Сегодня написано, что до 23 градусов тепла. Ну, это уже, вот, допустим, для меня, это уже, ну, не вариант в море купаться. Я помню, в ноябре в Газипаше купалась, и 15 ноября было так холодно, мы искупались, я заболела. И как бы дети тоже немножко, помню,
тоже немножко заболели, и как бы я вот не хочу, чтобы дети болели, и сама тоже, поэтому в море я пока не буду, на море не буду ездить, конечно, планировала, в итоге вот со всеми вот этими домашними делами ничего и не успела, короче. Вот. Так бассейн уже у нас закрыли 30 сентября, по-моему. Все, как бы бассейн не работает. Работает единственная сауна. Вот, сауна как бы круглый год работает. Но единственное, когда ты туда спускаешься, там, считай, есть душевые, но там они тоже как бы холодная вода. Там никто подогревать тебе не будет, поэтому после сауны подниматься до квартиры, вот это тоже не очень. Вся такая красная, вся мокрая. Вот, как бы, как-то так. Вот. Задавайте вопросы, то, что вас интересует, пишите, всегда рада вам ответить. Возможно, выйду в прямой эфир, кто хочет прямой эфир. Я, возможно, даже как-нибудь выйду. Все время дела, все время все это откладывается, но я постараюсь, попробую выделить время на прямой эфир. Буду с вами со всеми прощаться. Всем желаю хорошего настроения, не мерзните, обогревайтесь, берегите себя, берегите друг друга. Всем, конечно же, мирного неба над головой. Всем пока!